Дождь лился с неба, словно небеса решили смыть все, что осталось от мира. Но вместо очищения он только усиливал чувство безысходности. Алексей сидел за рулем старенького «Фольксвагена», который они со Светланой купили еще в начале их семейной жизни, когда все казалось возможным. Машина была потрепанной, но надежной, и Алексей любил ее за то, что она была частью их истории, их первых поездок на море, ночных возвращений домой, смеха на заднем сиденье. Его пальцы крепко сжимали руль, покрытый потертой кожей, а глаза следили за дорогой, но мысли были где-то далеко, затерянные в тревоге, которую он не мог объяснить. На заднем сиденье смеялся его сын, 5-летний Миша, с растрепанными светлыми волосами и яркими голубыми глазами, такими же, как у Светланы. Его голос был звонким, полным детской радости, и он рассказывал матери о том, как сегодня в детском саду нарисовал самый большой в мире грузовик с огромными колесами и красной кабиной, которая, по его словам, могла взлететь до звезд. Светлана сидела рядом с ним, поправляя свои длинные каштановые волосы, которые она всегда собирала в небрежный пучок. Она улыбалась, но ее улыбка была слегка усталой. Последние месяцы она много работала, пытаясь совмещать воспитание Миши и подработку. Ее лицо, освещенное тусклым светом фонарей, было мягким, но в уголках ее глаз уже начали появляться тонкие морщинки, следы забот и бессонных ночей. «Лёш, ты сегодня какой-то задумчивый», — сказала она, положив руку ему на плечо. Ее голос был мягким, но в нем чувствовалась легкая тревога, которая, как тонкая нить, натянулась между ними. Алексей почувствовал тепло ее ладони сквозь ткань рубашки, и на мгновение ему захотелось остановить машину, обнять ее, сказать, что все будет хорошо. Но он только сжал зубы и ответил: «Все нормально», не отрывая глаз от дороги. Просто устал немного. Это была ложь. Алексей был не просто уставшим. Он чувствовал, как внутри него что-то сжимается, словно предчувствие, которое он не мог объяснить, но которое давило на грудь, как тяжелый камень. Он отмахнулся от этого, как от назойливой мухи, но тревога не уходила. Она росла, пульсировала в висках, заставляя сердце биться быстрее. Он не хотел ее тревожить. Светлана и так слишком много взвалила на свои плечи, и он чувствовал себя виноватым за то, что не может дать ей больше. Дорога была скользкой, покрытой тонкой пленкой воды, которая отражала свет фар встречных машин, слепя глаза. Алексей включил дворники, но они скрипели и оставляли разводы на лобовом стекле, делая мир за стеклом еще более размытым и нереальным. В какой-то момент он заметил, что машина впереди, черный «Мерседес» с тонированными стеклами, начала резко тормозить. Его стоп-сигналы вспыхнули красным, как предупреждение, и Алексей инстинктивно нажал на педали. Но колеса не послушались. Машина начала скользить, задняя часть занеслась влево, и он почувствовал, как руль вырывается из рук. Он услышал крик Светланы, полный ужаса, пронизывающий как нож, и детский плач Миши, который звал: «Папа! Папа!». Его голос был таким отчаянным, что Алексей почувствовал, как сердце разрывается на части. Он пытался выровнять машину, но все произошло слишком быстро. Визг шин, оглушительный удар, скрежет металла, который резал уши, и затем темнота, густая, как смола, поглотившая все. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами. Когда Алексей очнулся, вокруг была тишина, нарушаемая только далеким звуком сирен, которые казались нереальными, словно из другого мира. Машина лежала на боку, стекло разбито, осколки впивались в кожу,
а запах бензина резал ноздри, вызывая тошноту. Он попытался пошевелиться, но боль пронзила все тело, особенно правую ногу, которая была зажата между сиденьем и дверью, и каждый вдох отдавался острой болью в ребрах. «Света! Миша!» — прохрипел он, пытаясь повернуть голову. Его голос был слабым, дрожащим, как у старика, и он ненавидел себя за эту слабость. Но ответа не было. Только тишина, такая тяжелая, что она давила на грудь, не давая дышать. Он увидел Светлану, ее голова была откинута назад, а лицо покрыто кровью, которая стекала по ее виску, оставляя темные дорожки на бледной коже. Ее глаза были закрыты, и она выглядела такой неподвижной, такой чужой, что Алексей почувствовал, как внутри него что-то ломается. Миша лежал неподвижно на заднем сиденье. Его глаза были закрыты, а лицо таким спокойным, словно он просто спал. Он закричал, но его голос был слабым, словно чужим. Он бил кулаками по рулю, не чувствуя боли, только отчаяние, которое разрывало его изнутри. Прошло 10 лет, но тот день остался в памяти Алексея, словно зарубка на дереве, которую невозможно стереть. Он выжил, но его жизнь закончилась в тот момент, когда врачи в больнице с усталыми лицами и холодными глазами сказали ему, что Светлана и Миша не выжили. Их слова звучали как приговор, как удар молота, который разбил его сердце на куски. Алексей не мог простить себя. Он был за рулем. Он должен был быть внимательнее. Он должен был проверить тормоза. Должен был ехать медленнее. Должен был... Эти мысли крутились в его голове, как заезженная пластинка, и каждый раз они резали его, как осколки стекла. Теперь его дни были похожи один на другой, пустые, как выжженная пустыня. Он жил в маленькой однокомнатной квартире на окраине города, в старом панельном доме, где стены были покрыты трещинами, а окна пропускали сквозняк. Его кровать была застелена серым одеялом, и каждый раз, ложась на нее, он чувствовал запах одиночества. На кухне стояла пустая бутылка из-под дешевого виски, а на столе лежала пачка сигарет, которую он купил несколько месяцев назад, но так и не открыл. Он бросил курить еще при Светлане, но иногда доставал эту пачку, держал ее в руках, глядя на нее, как на напоминание о том, что он разрушил все, что любил. Он работал охранником на складе, где хранились старые коробки с никому не нужным товаром. Работа была скучной, но именно это ему и нравилось. Там почти не было людей, и никто не лез в его жизнь. Он сидел в маленькой будке, глядя на мониторы, где ничего не происходило, и чувствовал, как время тянется, как густой сироп, который невозможно проглотить. После аварии он не садился за руль. Машины вызывали у него панику. Запах бензина, звук двигателя, скрип тормозов возвращали его в тот день, и он чувствовал, как его сердце сжимается, а руки начинают дрожать. С тех пор он передвигался только пешком или на общественном транспорте, даже если это занимало больше времени. Друзья пытались вытащить его из этого состояния в первые годы. Его лучший друг Сергей звонил каждую неделю, приглашал на рыбалку, предлагал сходить в бар. Его голос в трубке был полон надежды, но Алексей чувствовал только раздражение. Он не хотел сочувствия, он не заслуживал его. Однажды Сергей пришел к нему домой с бутылкой пива и пакетом чипсов и попытался завести разговор, но Алексей, увидев его в дверях, почувствовал, как внутри него поднимается волна гнева. «Уходи. Мне не нужна твоя жалость», — сказал он, и его голос был холодным, как лед. Сергей ушел, и больше они не виделись. Каждую ночь он видел один и тот же сон. Светлана смотрит на него с укором. Ее глаза полны боли. А Миша тянет к нему руки,
но он не может до него дотянуться. Его маленькие пальцы тянутся к нему, а лицо искажено страхом, и Алексей чувствует, как его сердце разрывается на части. Он просыпался в холодном поту, включал тусклую лампу на прикроватной тумбочке и сидел до утра, глядя в пустоту. Иногда он доставал старую фотографию, которую держал в ящике стола. Они втроем на пляже, Светлана смеется, обнимая Мишу, а он стоит рядом, с гордой улыбкой. Но смотреть на нее было слишком больно, и он прятал ее обратно, чувствуя, как слезы жгут глаза. Единственным местом, где он чувствовал себя чуть менее одиноким, было кафе у Старого Дуба на углу его улицы. Это было маленькое заведение с деревянными столами, потертым паркетом и старыми лампами, которые давали теплый желтый свет. На стенах висели картины с пейзажами, а в углу стоял старый радиоприемник, из которого иногда доносилась тихая музыка. Алексей брал черный кофе без сахара, садился у окна и смотрел на прохожих. Он не разговаривал с официантами, не здоровался с другими посетителями. Он просто сидел, словно тень, которая случайно попала в этот мир. Однажды, в один из таких серых дней, в кафе зашла женщина. Она была худой, с усталым лицом и темными кругами под глазами. Ее волосы, темно-русые, были собраны в небрежный хвост, а пальто, слегка потертое на рукавах, выглядело так, будто она носила его годами. В руках она держала сумку, которая выглядела слишком тяжелой для нее. Алексей не обратил на нее внимания, пока не услышал, как она споткнулась, и сумка упала на пол, рассыпав содержимое. Блокнот с потрепанной обложкой, ручка, пара монет, ключи и смятый чек. Он инстинктивно поднялся, чтобы помочь. Подошел, молча собрал вещи и протянул ей. Его пальцы слегка дрожали, но он старался не показывать этого. «Спасибо», — сказала она, глядя на него. Ее голос был тихим, но в нем чувствовалась какая-то теплая нотка. Ее глаза, карие, с длинными ресницами, на мгновение задержались на его лице, и Алексей почувствовал, как что-то внутри него дрогнуло. Алексей кивнул и вернулся к своему столику. Но что-то в ее взгляде зацепило его. Он не мог понять, что именно, но это чувство не отпускало. Оно было как слабый свет в темноте, который он боялся потерять. На следующий день она снова пришла в кафе. Села за соседний столик и заказала чай с лимоном. Алексей заметил, что она читает книгу. Старый потрепанный томик, кажется, Чехова. Она держала кружку обеими руками, словно пытаясь согреться, и время от времени бросала взгляд в его сторону. Алексей чувствовал себя неловко, но не мог уйти. Через несколько дней она подошла к его столику. «Вы всегда сидите здесь», — сказала она, улыбнувшись. Ее улыбка была слабой, но искренней, и в уголках ее глаз появились тонкие морщинки. Я заметила. Алексей не знал, что ответить. Он не привык к разговорам. «Да», — наконец выдавил он. «Меня зовут Елена», — сказала она, протягивая руку. Ее ладонь была мягкой, и Алексей почувствовал, как ее тепло проникает в него, словно искра, которая пытается разгореться. «Алексей», — ответил он, нехотя пожав ее руку. Они начали общаться. Сначала это были короткие фразы о погоде, о кофе, о том, как шумно в городе. Елена рассказала, что работает швеей на дому, шьет одежду на заказ, но заказов мало, и ей едва хватает на жизнь. Алексей слушал, но не говорил о себе. Он боялся, что если начнет говорить, то не сможет остановиться, и вся боль, которую он держал в себе, вырвется наружу, как буря. Через несколько недель их разговоры стали глубже. Елена рассказала, что ее муж погиб 10 лет назад, и она до сих пор не может смириться с этим. Алексей слушал,
но не решался поделиться своей историей. Он чувствовал, что ее боль похожа на его, но страх открыть свою рану был сильнее. Однажды, когда дождь снова заливал город, Елена посмотрела на него и спросила: «Алексей, а почему вы всегда такой закрытый? Я вижу, что вам тяжело». Он долго молчал. Его пальцы сжимали кружку с кофе, а в груди нарастала буря. «Я не хочу об этом говорить», — наконец сказал он, глядя в окно. «Я понимаю», — ответила она, кивнув. «Но, если захотите, я готова слушать». Прошло еще несколько недель. Алексей начал замечать, что ждет ее прихода в кафе. Ее присутствие было странным образом успокаивающим. Она не требовала от него ничего, не давила, но ее спокойствие и искренность заставляли его чувствовать себя живым. Но иногда он сомневался, стоит ли продолжать эти встречи. Он чувствовал себя уязвимым, и это пугало его. Были дни, когда он намеренно приходил в кафе позже, надеясь избежать ее, но, увидев ее за соседним столиком, все равно садился рядом. Однажды он решился. «Елена», — начал он, глядя в стол, — «я потерял семью 10 лет назад. Они погибли в аварии. Я был за рулем». Елена молчала, но ее глаза наполнились слезами. Она положила руку на его ладонь, и Алексей почувствовал, как ее тепло проникает в него, как свет, который он давно забыл. «Алексей», — сказала она тихо, — «мой муж тоже погиб в аварии. В тот же день. На той же дороге». Алексей замер. Его сердце заколотилось так сильно, что он думал, оно разорвется. «Что?» — прошептал он. «Я узнала это недавно», — продолжила она, ее голос дрожал. «Я много лет пыталась понять, что произошло в тот день. Я искала информацию, читала новостные архивы, смотрела фотографии с места аварии. Недавно я увидела статью, в которой было твое фото. Ты находился рядом с полицейским, и подпись гласила, что ты был водителем второй машины. Я узнала тебя, когда увидела в кафе. Твое лицо, оно не изменилось, только глаза стали другими». Алексей почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он смотрел на нее, не в силах поверить, что это возможно. «Почему ты не сказала раньше?» — спросил он. Его голос был хриплым. «Я не знала, как начать этот разговор», — ответила она, опустив глаза. «Я боялась, что ты уйдешь, что это будет слишком больно. Но я чувствовала, что должна тебе сказать». Они сидели в тишине, глядя друг на друга. Алексей чувствовал, как внутри него рушатся стены, которые он строил годами. Елена плакала, но ее слезы были не только о боли. В них было что-то еще. Понимание, связь, которая не поддавалась объяснению. С того дня они начали встречаться чаще. Они говорили о своих потерях, о чувстве вины, о том, как тяжело жить с пустотой. Елена рассказала, что после смерти мужа она пыталась покончить с собой, но остановилась, потому что поняла, что это не то, чего бы он хотел. Алексей признался, что каждый день думает о том, чтобы уйти, но что-то его держит. Были моменты, когда он сомневался, стоит ли продолжать эти разговоры, но ее присутствие было слишком важным, чтобы отказаться. Они начали помогать друг другу. Елена предложила вместе посещать группу поддержки, где люди делились своими историями. Алексей сначала сопротивлялся, но потом согласился. Там он впервые заговорил о Светлане и Мише перед другими. Он плакал, но это были не только слезы боли. Это были слезы освобождения. Елена и Алексей начали проводить больше времени вместе. Они гуляли по парку, сидели у реки, смотрели на звезды.
Однажды, когда они сидели на скамейке, Елена сказала: «Знаешь, Алексей, я долго думала, что моя жизнь закончилась. Но теперь я понимаю, что это не так. Мы не можем вернуть тех, кого потеряли, но мы можем жить ради них». Алексей посмотрел на нее. Впервые за 10 лет он почувствовал, что внутри него зажегся маленький огонек. «Ты права», — сказал он. «Я не знаю, как это сделать, но я хочу попробовать». Прошел год. Алексей и Елена стали не просто друзьями. Они стали друг для друга опорой, светом в темноте. Они не пытались заменить тех, кого потеряли, но они нашли в себе силы жить дальше. Алексей начал волонтерить в детском центре, помогая детям, которые потеряли родителей. Елена открыла небольшую мастерскую, где учила людей шить. Однажды, сидя в кафе у Старого дуба, Алексей взял ее за руку. «Спасибо», — сказал он. «Ты спасла меня». Елена улыбнулась. «Нет, Алексей, мы спасли друг друга». Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами.